Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие вот замечательные, очень красивые слитки. Слитки мне очень понравились, смотрятся они нарядно и оригинально. Вяжутся несложно. Данные слитки я вязала из пряжи Alize Elan Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами резиночку внутреннюю беленькую, вязала спицами 3 мм, все остальные слитки вязала спицами 3,5 мм. Если кого-то заинтересовала данная пряжа, интернет-магазин Бобин дарит всем моим подписчикам скидку в 5%. Обязательно воспользуйтесь данным предложением. Порадуйте себя очень хорошей пряжей. Обязательно вводите промокод, который я напишу на экране выше, чтобы скидка активировалась. Прежде чем приступать к вязанию, давайте разберемся с принципом вывязывания вот такой вот модельки слитков, чтобы вы ее смогли связать на любой размер вашей ножки. Изначально я вывязываю спицами номер 3 мм вот эту вот белую резиночку. Затем спицами номер 3,5 мм я вывязываю платочными дорожками вот этот вот манжетик маленький. Далее соединяю данные две части и продолжаю вывязывать. Сначала мысок, потом подъем и подошву. Подошва у нас цельно вязаная. В данных слитках есть один шов, он идет по задней части, но шов совсем незаметный и очень аккуратный. Смотрите, я свои слитки вяжу на размер ножки 36. Если вам нужно связать побольше, либо поменьше размер ноги, регулировать его нужно именно длиной вот этого вот мыска. По мыску идет вот такой вот очень очаровательный узор. Раппорт узора составляет в высоту 4 ряда. Ряды очень быстро запоминаются. Вы свяжете этот узор с легкостью. И если вам нужно связать ваши слитки на размер ножки побольше, тогда именно длину вот этого вот мыска до убавления петель на пальчике вы вяжете на раппорт больше, чем у меня. Если вам надо связать ваши слитки на размер ножки поменьше, тогда именно вот этот вот мысок до убавления петель вяжите на один раппорт меньше, чем у меня. После того, когда мы вывяжем с вами мысок, мы будем вывязывать подъем слитка. И если вы свяжете ваш мысочек длиннее, чем у меня, тогда по краям мыска у вас поднимется петель больше, чем у меня. И, соответственно, размер вашего слитка получится больше. И если вы свяжете ваш мысочек меньше, чем у меня, тогда у вас по краю мыска поднимется меньше петель, чем у меня, и, соответственно, размер вашего слитка получится меньше. Регулировать данную модель слитков в размере нужно именно длиной мыска. Все остальные параметры, они идут примерно на стандартный размер ноги. Только если у вас сильно полная ножка, либо сильно худая ножка, регулируйте плюс-минус пару петель. Надеюсь, что принцип вязания вам понятен. В видео я все подробно рассказываю и показываю. Давайте приступать к вязанию вот таких вот очаровательных весенних слитков. За счет резиночки они сидят очень хорошо на ножке, прилегают и никуда не спадают. Если вам понравилась данная модель, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спицу номер 3 мм я набрала 46 петель. И сейчас мы с вами будем вывязывать резинку. Изначально нулевой ряд вяжется по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжу резиночку 1 на 1. Одна лицевая петля, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, и так далее. Полностью мы вяжем весь наш ряд. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей.
Переворачиваем вязание на лицевую сторону, и сейчас мы с вами будем провязывать лицевой ряд первый. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее именно в первом лицевом ряду лицевые петли мы снимаем не провязывая, рабочая нить располагается за работой. Изнаночные петли так и провязываем изнаночными. Лицевую снимаю не провязывая, рабочая нить за работой, изнаночную провязываю. Лицевую сняла, изнаночную провязала. Лицевую сняла, изнаночную провязала. И так мы вяжем полностью весь наш ряд. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Таким образом мы будем с вами провязывать все лицевые ряды резинки. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем ко второму ряду. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее вяжу резиночку 1 на 1. Одна лицевая петля. Вот эту петлю, которую мы снимали не провязывая в предыдущем ряду, мы ее провязываем изнаночной. И получается одна лицевая, вторая изнаночная. Одна лицевая, вторая изнаночная. Только провязываем все петли за правую стеночку петли, чтобы петля у вас не получилась перекрученной. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Третий ряд по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и все лицевые ряды, как мы помним, вяжем. Лицевые петли снимаем не провязывая, рабочая нить за работой. Изнаночную по рисунку провязываем изнаночной петлей. Лицевую сняли, изнаночную провязали. Лицевую сняли, изнаночную провязали. И так далее мы провязываем все лицевые ряды. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Четвертый ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее вяжем резиночку 1 на 1. Лицевая 1 петля. Следующая петля, которую мы снимали в предыдущем ряду, мы ее провязываем изнаночной. Получается лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Мы с вами провязали 4 ряда данной резинкой. Далее еще 8 рядов я провяжу самостоятельно. Получается, во всех лицевых рядах лицевую петлю мы снимаем не провязывая. Все изнаночные ряды мы вяжем резинкой 1 на 1. Встретимся, когда провяжем самостоятельно еще 8 рядов. Я вывязала самостоятельно данную резиночку. Вот таким вот образом она у меня сейчас смотрится. Если померить сантиметром, это у меня получается примерно 4,5 сантиметра. Далее мы нить белого цвета обрезаем и резиночку данную откладываем. Далее я буду брать спицы побольше, 3,5 миллиметра, и буду вывязывать основную заготовку нашего слитка на спицах 3,5 миллиметра. Белую нить отрезаем чуть больше, чтобы этой нитью шить шов нашего слитка. Сейчас я на спице 3,5 миллиметра набрала 46 петель. То же количество петель, что мы набирали с вами в резинке. И сейчас я провяжу нулевой также ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Это у нас нулевой ряд, который располагается по изнаночной стороне. Довязываем полностью весь ряд самостоятельно до самого конца. Нулевой ряд мы с вами провязали, переворачиваем вязание на лицевую сторону. И сейчас будем провязывать самостоятельно 6 рядов. Все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, провязываются всегда лицевыми. Встретимся, когда вывяжем самостоятельно 6 рядов. Я провязала самостоятельно 6 рядов. И вот таким вот образом наша заготовочка выглядит. Получается, у нас сейчас в полотне располагается 1, 2, 3, 4 платочные дорожки. Если померить в сантиметрах, 2,5 сантиметра.
И сейчас мы вот эти вот две части будем между собой соединять. Вот таким вот образом располагаю наши две заготовки, то есть белая внизу, розовая вверху. Сейчас я розовую петлю снимаю со спицы и буду переносить на спицу, на которой располагаются белые петли. Только переношу так, чтобы рабочая нить была за спицей второй. Вот таким вот образом. И теперь две петли, то есть одна розовая и вторая белая, провязывается как одна лицевая петля. Обратно спускаю со спицы одну розовую петлю, переношу на спицу, там, где располагаются белые петли, и две петли, получается, розовую и белую, провязываю как одна лицевая петля. Спускаю розовую петлю со спицы, переношу эту петлю на спицу, где располагаются белые петли, и провязываю данные две петли, одна розовая, вторая белая, как одна лицевая петля. Розовую петлю спускаю со спицы, переношу на спицу, где располагаются белые петли, и провязываю данные две петли, розовую и одну белую, как одна лицевая петля. И таким образом мы будем провязывать все наши петли. Вот таким вот образом у вас будет получаться. Далее все остальные петли вы будете провязывать самостоятельно, совмещая белую часть с розовой. Я соединила две части в одну. И вот таким вот образом сейчас у меня выглядит моя заготовочка для слитка. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и весь ряд мы провязываем все петли лицевыми. Провязываем спицей 3,5. Последняя кромочная петля провязывается на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Ряд полностью по изнаночной стороне я довязала. Следующие два ряда, один ряд по лицевой стороне и второй ряд по изнаночной стороне вы провязываете самостоятельно. Все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, у вас будут провязываться лицевыми. Встретимся, когда провяжете самостоятельно два ряда. Два ряда самостоятельно я провязала, и если в платочных дорожках всего в этой части у нас располагается 1, 2, 3, 4, 5, 6 платочных дорожек. Теперь мы будем приступать к вывязыванию мыска. Так как у меня сейчас на спице располагается 46 петель, на мысок я даю центральные 13 петель. У меня остается 33 петли. И данные петли я делю на две части боковые. Но так как число на равные две части не делится, поэтому на одну часть я даю 16 петель, на вторую часть я даю 17 петель. Одна петля роли не сыграет. И сейчас мы эти все три части должны распределить на три разные спицы. Получается 16 петель боковая часть, 13 петель это петли мыска и 17 петель это третья наша боковая часть. Вот таким вот образом я распределила наши петли. Две боковые части я перенесла на спицу на леске. Мы их сейчас вывязывать не будем. Мы будем вывязывать с вами только центральные 13 петель. Рабочую нить не обрезаем. После вывязывания мыска данной рабочей нитью мы будем вывязывать подъем и подошву. Сейчас мы будем присоединять вот в этот край также нить розового цвета и будем вывязывать мысок. Нить я просто буду прикладывать, потом ее спрячу кончик по изнаночной стороне самостоятельно. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня присоединяется новая нить. Далее вывязываем раппорт нашего узора. 1 изнаночная петля, 9 лицевых петель,
Одна изнаночная и кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается также изнаночной петлей. Таким образом у нас вяжется первый ряд раппорта узора. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, провязываю 1 лицевая петля, 9 изнаночных, 1 лицевая и кромочная. По сути, второй ряд мы провязываем все петли по рисунку. Как они располагаются, так мы и вяжем. Третий ряд по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее провязываю 1 изнаночная петля. И следующие 3 петли я должна провязать вместе с наклоном вправо. Для этого я переверну данные 3 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. Подхватываю сразу 3 петли за верхние правые стеночки и провязываю как 1 лицевая петля. Далее первый накид делаю, провязываю лицевая, второй накид, лицевая, третий накид, лицевая, четвертый накид. И следующие 3 петли я также должна провязать вместе одной лицевой, но уже с наклоном влево. Подхватываю все 3 петли за нижние правые стеночки и провязываю одной лицевой петлей. Вот таким вот образом. Далее у меня остается 1 изнаночная петля и кромочная петля также провязывается изнаночной. Таким образом у нас провязывается третий ряд раппорта узора. Четвертый ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжем 1 лицевая, 9 изнаночных. Накиды провязываем за верхнюю длинную стеночку петли. Получается вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Провязываем за верхнюю длинную стеночку петли накиды, чтобы у нас в узоре образовывались дырочки. Далее 1 лицевая и кромочная. Мы с вами провязали 4 ряда в высоту. Это составляет раппорт нашего узора. Далее данные 4 ряда вы будете просто повторять. Давайте еще один раппорт мы с вами вместе провяжем. Далее будете вывязывать мысок самостоятельно. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее 1 изнаночная, 9 лицевых. 1 изнаночная и кромочная. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее 1 лицевая, 9 изнаночных, 1 лицевая и кромочная. Третий ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее 1 изнаночная петля. Следующие 3 петли я должна провязать вместе с наклоном вправо. Для этого я переворачиваю 3 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И сейчас за верхние правые стеночки я данные 3 петли все провязываю одной лицевой петлей. Далее первый накид делаю, провязываю 1 лицевая, второй накид, 1 лицевая, третий накид, 1 лицевая и четвертый накид. Следующие 3 петли я также должна провязать вместе, только уже с наклоном влево. Я подхватываю сразу 3 петли за нижние правые стеночки и провязываю как 1 лицевая петля. Далее 1 изнаночная и кромочная. Четвертый ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее 1 лицевая петля, 9 изнаночных. Накиды провязываем за верхнюю длинную стеночку петли. Далее 1 лицевая и кромочная.
Мы с вами провязали второй раппорт узора, состоящий из 4 рядов. Далее вы сами будете провязывать самостоятельно еще 6 раппортов. Всего вместе с этими двумя у нас должно в мыске получиться 8 раппортов данного узора. Встретимся, когда вывяжем еще 6 вот таких вот раппортов. И я провязала самостоятельно 6 раппортов, 2 раппорта мы с вами вместе провязали. Всего в моем мазке сейчас располагается 8 раппортов. Если померить в сантиметрах, мысочек мой сейчас составляет примерно 11 сантиметров. Всего заготовочка примерно 16,5 сантиметров в нерастянутом виде. Смотрите, свои слитки я вяжу на размер ножки 36. Но если вы захотите их связать на другой размер ноги, тогда, соответственно, длину вот этого мыска вы вяжете либо больше, либо меньше. Получается, если вам нужен больший размер ноги, тогда, соответственно, свяжите еще один раппорт самостоятельно, состоящий из 4 рядов. Если вам нужен меньший размер ножки, тогда распустите один раппорт, это 4 ряда. И после того, когда мы отрегулировали наш мысочек, мы будем делать убавление петель на протяжении одного раппорта. Получается первый ряд убавления петель для мыска. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее 1 изнаночная. Следующие 2 петли я должна провязать вместе одной лицевой с наклоном вправо. Я сейчас перевернула 2 петли и провязываю их как 1 лицевая петля. Таким образом мы с вами убавили 1 петлю в начале. Далее я провязываю, получается, 2 петля лицевая, 3, 4, 5 и 6. Следующие 2 петли я также провяжу 1 лицевой. За нижние правые стеночки провязываю 1 лицевой с наклоном влево. Таким образом мы убавили уже 2 петлю. Далее 1 изнаночная и кромочная петля. У нас сейчас мысок состоит не из 13 петель, а из 11. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее 1 лицевая петля и следующие 2 петли я также провяжу 1 изнаночной петлей. Далее провязываем 3 изнаночные петли. И следующие 2 петли я также провяжу 1 изнаночной. Далее 1 лицевая и кромочная. Во втором изнаночном ряду мы с вами убавили еще 2 петли. И у нас сейчас мысок состоит уже из 9 петель. Третий ряд мы вяжем без убавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее 1 изнаночная петля. Следующие 2 петли я должна провязать вместе 1 лицевой с наклоном вправо. Перевернула 2 петли и провязываю как 1 лицевая петля. Далее первый накид делаю, провязываю 1 лицевая и второй накид. И следующие 2 петли я также провяжу вместе как 1 лицевая петля с наклоном влево. Далее 1 изнаночная и кромочная. Таким образом мы с вами провязали третий ряд раппорта узора. Четвертый ряд, первую кромочную петлю мы снимаем, далее 1 лицевая, 5 изнаночных, накиды провязываем за длинную стеночку петли. 1 лицевая и кромочная. Мы с вами убавили петли для мыска. И сейчас наш мысок состоит из 9 петель. Убавлять петли мы уже не будем. Рабочую нить именно от мыска мы можем уже обрезать, она нам не нужна. И смотрите, сейчас мой мысочек в сантиметрах примерно составляет 13 сантиметров. Все, мысочек мы с вами полностью весь вывязали. Теперь начинаем вывязывать подъем слитка. Смотрите, подъем слитка я буду вывязывать 2 цветами. Получается 2 ряда розовым цветом, 4 ряда белым цветом и 4 ряда розовым цветом.
Всего мой подъем будет состоять из 5 платочных дорожек. Для вывязывания подъема сейчас я буду поднимать все петли по контуру нашей заготовки. Получается, по краям мыска из каждой кромочной петли у меня будет подниматься по одной петле на спицу. Так как мы здесь провязали 9 раппортов в мыске в моем случае, получается 8 раппортов без убавок и 1 раппорт узора с убавлением петель. Я умножаю 9 на 2, и получается, с одной стороны у меня должно будет подняться 18 петель, и со второй стороны 18 петель. Если вы вдруг вязали ваш мысочек длиннее, либо короче, чем у меня, тогда у вас вот это вот количество петель, которые мы будем поднимать по краю мыска, будет либо больше, чем у меня, либо меньше. И, соответственно, размер вашего следка будет либо больше, либо меньше. Сейчас мы возьмем нить вот с этого края, ту, которую мы не отрезали, и будем поднимать все наши петли. Получается, первая кромочная петля снимается не провязывая. Далее все петли по данному краю я провязываю лицевыми. Здесь у меня располагается 16 петель вместе с кромочной. Далее мне по первому краю мыска нужно поднять все петли. Ввожу свою спицу за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю на спицу. Петлю хорошо подтягиваю, чтобы дырочек у нас нигде не образовывалось. В следующую кромочную петлю ввожу свою спицу, подхватываю рабочую нить и поднимаю вторую петлю на спицу. И так далее. Если вдруг вам неудобно поднимать все эти петли спицей, можно воспользоваться крючком. Получается, вводим свой крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываем рабочую нить и поднимаем все петли на крючок. Далее вот эти вот петли мы будем переносить на нашу рабочую спицу. Получается, далее по вот этому вот краю я буду поднимать всего 18 петель. Вы поднимаете столько петель, сколько вам необходимо. Петли по краю мыска я подняла, теперь мы будем провязывать петли самого мыска. Провязываем лицевыми. Данные 9 петель. И теперь по второму краю мыска мы также должны в моем случае поднять 18 петель. Ввожу спицу за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и вынимаю первую петлю на спицу. Далее вторая петля, третья, четвертая и так далее. Встретимся, когда поднимем по второму краю мыска все петли. И теперь нам с вами осталось провязать последнюю боковую часть. Провязываем просто все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и по изнаночной стороне полностью по контуру нашей заготовки мы сейчас будем провязывать все петли лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее вяжу все петли лицевыми. Сейчас как раз пересчитайте, чтобы у вас на спице располагалось правильное количество петель. Если вы вяжете спицей на леске так же, как и я, и в некоторых местах вам неудобно вязать, делайте из лески вот такую вот петельку в любом месте, где вам неудобно, и провязывайте далее. Довязываем полностью весь ряд по изнаночной стороне самостоятельно до конца ряда. Далее присоединяем нить белого цвета, и сейчас белой нитью мне нужно провязать 4 ряда. Получается, первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. Далее провязываем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Вот таким вот образом получается первый ряд по лицевой стороне провязываем полностью по контуру нашей заготовки, второй ряд по изнаночной стороне,
третий по лицевой и четвертый по изнаночной стороне. Всего у нас должно получиться именно ниточкой белого цвета 2 платочные дорожки. Провязываем полностью все 4 ряда самостоятельно. 4 ряда белым цветом я провязала, у меня получилось в заготовке 2 платочные дорожки. Сейчас я поднимаю нить розового цвета и буду провязывать еще 4 ряда нашего подъема именно розовым цветом. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Таким образом, как мы вязали белую часть, мы сейчас данные 4 ряда будем провязывать с нитью розового цвета. Все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, у нас будут провязываться лицевыми. Встретимся, когда вывяжем все 4 ряда, и у нас также получится 2 полоточные дорожки. Я вывязала весь подъем моего слитка. Вот таким вот образом это у нас все смотрится. Получается, наш подъем состоит из 5 платочных дорожек. Одна платочная дорожка ниточкой розового цвета, 2 белые и 2 розовые. И после того, когда у нас подъем полностью весь вывязан, мы начинаем вывязывать нашу подошву. На подошву я даю центральные 12 петель. Все боковые петли мы будем убавлять. Если у вас на спицах располагается другое количество петель, на подошву отдавайте также 12 петель, а все остальные боковые петли будем убавлять. У меня сейчас на спице располагается 78 петель. Минус 12 петель, это петли подошвы, получается 66 петель. Я делю эти петли на 2 равные части, получается с одной стороны мне нужно убавить 33 петли и со второй стороны 33 петли. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжем все петли лицевыми. Получается вторая петля, третья, четвертая, пятая и так далее. Я сейчас провяжу 33 петли. Это петли первой моей боковой части до петель подошвы. 33 петли я провязала. Далее вяжем первая петля подошвы. Между первой и второй петлей я повешу первый маркер. Далее вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и 11. И между 11 и последней 12 петлей я повешу второй маркер. И получается, в каждом лицевом ряду сразу после второго маркера мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю. И далее до второго маркера я провязываю все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу. И сразу после второго маркера во всех изнаночных рядах мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой. Таким образом мы с вами будем убавлять все наши петли. Давайте еще данные 2 ряда мы с вами повторим. Далее будете убавлять петли самостоятельно, при этом вывязывая подошву. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу. И далее вяжу все петли до следующего маркера лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, и так как это у нас лицевая сторона, сразу после второго маркера мы 2 петли вместе провязываем одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу, и далее все петли до следующего маркера мы провязываем лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, и так как это у нас изнаночная сторона, сразу после второго маркера мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом мы будем убавлять все наши петли, как с одной, так и со второй стороны, до тех пор, пока у меня в самом конце с одной и со второй стороны не останется по 5 петель, плюс петли нашей подошвы 12 петель. Я вывязала мою подошву и убавила петли до тех пор, пока у меня с каждой стороны не осталось по 5 петель,
плюс 12 петель, это петли подошвы. Вот таким вот образом наша подошва сейчас выглядит. И далее мы с вами будем делать убавление петель на пятку. Первый ряд с убавлением петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Маркер перебрасываю на правую спицу и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до второго маркера. И во всех рядах, как лицевых, так и изнаночных, 2 петли перед вторым маркером мы будем постоянно провязывать одной лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу и сразу после второго маркера, так как это у нас лицевая сторона, я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю. И далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. И как я уже говорила, во всех рядах мы эти 2 петли перед вторым маркером мы будем постоянно провязывать лицевой одной петлей. Маркер перебрасываем на правую спицу и сразу после маркера, так как это у нас изнаночная сторона, я провязываю одной лицевой петлей. И так далее вы убавляете все ваши боковые петли, но при этом убавляя петли в самой подошве. Получается, во всех рядах перед вторым маркером вы провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей, как в лицевых рядах, так и в изнаночных. Встретимся, когда вы убавите все ваши боковые петли. Я убавила все боковые петли, у меня на спице осталось 3 петли, это петли нашей подошвы. Вот таким вот образом выглядит наша пяточка. Далее мы эти петли просто закроем. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, следующие 2 петли я провяжу одной лицевой. И теперь первая петля набрасывается на вторую и спускается. У нас осталась одна открытая петля. Рабочую нить мы обрезаем, только обрезаем немножко побольше, чтобы сшить шов нашего следка этой нитью. Далее ее продеваем в открытую петлю и затягиваем. Вот таким вот образом мы вывязали полностью всю нашу подошву. Осталось только сшить шов следка. Смотрите, что касается по поводу кончиков от нитей. Все кончики я уже спрятала по изнаночной стороне. Оставляем только вот эту нить, которую мы только что с вами обрезали. И одну нить белого цвета. Это мы сошьем резинку. Все остальные мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Получается 2 кончика. Одним сшиваем этот шов, вторым сшиваем внутреннюю резинку. Я вдела данный кончик в иголочку. И сейчас приступим к сшиванию данного шва. Сшивать этот шов мы будем не за кромочные вот эти вот петли, а дужки петель, которые располагаются сразу за кромочными. И они у нас относятся к платочным дорожкам. Получается, обвожу свою иголочку снизу вверх за дужку, которая располагается сразу за кромочной и относится к платочной дорожке с одной стороны и со второй стороны в первую платочную дорожку. Следующую платочную дорожку вводим иглу с одной стороны и со второй стороны. Теперь в белую платочную дорожку вводим иголочку с одной стороны и со второй. Обязательно иголочку вводим снизу вверх за дужку, которая располагается сразу за кромочной косичкой и относится к платочной дорожке. Таким образом вы будете сшивать полностью весь вот этот вот шов. После того, как шов мы сшили, мы его разровняем, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Далее рабочую нить выводим на изнаночную сторону, закрепим по изнанке и обрежем. Далее я вот отворотик откасала. И сейчас мы будем сшивать белый шов. Вдела иголочку уже в белую нить. Смотрите, данный шов мы будем сшивать таким же образом. Получается, ввожу свою иголочку уже за внутренние дужки петель, которые располагаются сразу за кромочной косичкой, снизу вверх, с одной стороны и со второй стороны, за внутренние петли. Это получается между лицевой дорожкой и следующей кромочной дорожкой. Получается, с одной стороны за внутренние петельки и со второй стороны
Петли, которые располагаются между лицевой дорожкой и кромочной дорожкой. И так полностью мы сшиваем весь шов. Иголочку обязательно вводим снизу вверх. Сшивайте шов до самого конца самостоятельно. Далее шов мы разровняем, ниточку спрячем по изнаночной стороне и обрежем. И вот таким вот образом наши слитки будут выглядеть. И после того, как мы с вами спрятали все кончики, сшили наш шов, вот такие вот красивые слитки у вас получаются. Очень красивые, нарядные слитки мы с вами связали. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.